Добрый день! Вы на канале DP Labs, и сегодня наша вторая серия про наш второй электрический квадроцикл. Сегодня речь пойдет о батарее. Итак, чем же наша батарея принципиально отличается от батарей, изготовленных ранее? Ну, по большому счету, ничем. Нет, конечно, отличие она имеет. Принципиально отличается присутствие рамы в данном проекте. Что из себя представляет рама? Она изготовлена из 2-миллиметрового листа алюминия. Здесь у нас применяется гибко, но так как здесь короткие гибы и тонкий металл, мы не столкнулись с проблемами, которые у нас возникли на больших гибах. Соответственно, батарея состоит из нескольких пластин, которые собираются на болтовые соединения, и между ними располагаются сами батареи. На самом деле проблемы с гибкой были в этом проекте, но они больше связаны с человеческим фактором. То есть мы ошиблись в выборе марки металла, и гиб дал трещину. Но это небольшая проблема. Убираем, переходим к следующему. Зато мы имеем возможность сейчас при собранных батареях вам показать принцип, как они собираются. То есть основная часть — это боковые стенки, в которых есть пазы. В них вставляются пластины. Это пластинка от 1П-шной батарейки, за нами батарейка 2П, там такие же пластины, только в 2 раза шире. Пластина устанавливается на свое место, рядом с ней устанавливается следующая, и таким образом набирается вся секция батарей. Потом между пластинками устанавливаются сами ячейки и закрываются второй такой пластиной. В торцы батареи у нас устанавливаются уже более мощные пластины из толщины 4 мм. Также АМГ-шка алюминий. Она прикручивается на болты, имеет такелажную прорезь, за которую крюками можно поднять батарею. Он парит, словно пташка. Батареи не легкие, даже маленькая батарейка весит порядка 35 кг, это на 1П. Батарейка, которая за мной на данный момент весит 63-65 кг. Но это еще не финальный ее вес, так как добавится оборудование, зальется силикон внутри, но об этом далее. Итак, для чего же нам такая конструкция? Первая и основная функция – это теплоотвод. То есть рама батареи выполняет функцию радиатора. Наружные стенки батареи будут стыковаться к наружным стенкам рамы нашей хребтовой квадроцикла. Наружная сторона будет обдуваться и отводить сюда тепло. Пластины, размещенные между батареями, забирают его на себя, через эту пластину отводят в окружающую среду. Таким образом, батареи не перегреваются при высоких нагрузках. Также это важно для того, чтобы сохранять структурную целостность батареи. Соответственно, не повреждать оболочку, при вибрациях их удерживать на своем месте и прочее. На данный момент батарея у нас в стадии испытания, она частично разобрана, и поэтому здесь еще нет важного компонента, это заливка силиконом. Все пространства, которые вы видите пустые, они будут залиты силиконом впоследствии. Это позволит убрать вибрационные нагрузки на батарее и, соответственно, дольше она прослужит. Наверное, вы обратили внимание на малярный скотч здесь. Связано это с тем, что при испытаниях мы контролируем температуру батареи с помощью тепловизора. Тепловизор не может считывать температуру с отражающих поверхностей, поэтому нам нужен малярный скотч здесь. Наверное, вы спросите, почему у нас нет водяного охлаждения? Мы посмотрели на опыт наших, так сказать, коллег старших, которые в General Motors используют данные ячейки на своих электромобилях. У них применяется похожая система, то есть ячейки, они сделаны из пластика, и в них установлены пары батарей. Но по их опыту было сказано, что ячейки в таком варианте быстро деградируют из-за слабого теплоотвода. Поэтому они добавили также металлическую пластину между батареями и отводят тепло на днище автомобиля. Мы позаимствовали эту идею и попытаемся таким же образом обойтись без водяного охлаждения. Далее мы рассмотрим блок электроники, который у нас содержится внутри батареи. Установлен он в такой позиции. Прикручивается, соответственно. Сейчас разобран. Что в нем содержится? Это как раз силовой преобразователь, о котором мы говорили в первой части. Нужен он нам для питания нагруженных потребителей, то есть лебедка, электроусилитель руля, освещение и прочие вещи. Малый преобразователь дает напряжение на электронику, соответственно, они работают
отдельно. И в случае выхода из строя основного или его перенагрузки, скачка напряжения, у маленького вполне хватает мощности для питания электроники. Здесь у нас БМС-ка также нашей конструкции. Мы ее еще испытываем. Но первые испытания показали неплохие результаты по балансировке. Пока еще мало функций, но мы над этим работаем. Также мы стремились на нашей батарее уйти от выходящих проводов из нее. Соответственно, сконструировали такие клеммные колодки. Это медная контактная такая группа. Она проходит сквозь изолятор из поликарбоната и позволяет нам прикрутиться внутри контактом от батареи, а здесь уже подключить потребители, которые пойдут дальше. При монтаже батареи мы просто откручиваем контакты и, соответственно, спокойно убираем батарею. Пара слов о силовом преобразователе. Он собственная конструкция, он еще дорабатывается, испытывается. Выдает он 12 вольт, ну 14 фактически. И до 100 ампер нагрузки он может выдержать. Все пока меняется, дорабатывается, но общая архитектура останется примерно такой. Также на обратной стороне щита, возможно, в будущем у нас добавится собственная зарядная станция. То есть она будет расположена внутри квадрика тоже и располагаться либо на этой батарее, ну, на этой пластине, либо где-то в ближайшем ее окружении. Еще одно преимущество такой конструкции батареи – это модульность. Она позволяет нам сделать, допустим, в данном случае это 2П батарея 24S, 73 ампер-часа каждая ячейка. Также мы собрали большую батарею на 3П, абсолютно такая же конструкция, больше боковая стенка, верхняя стенка, и все это у нас также абсолютно аналогичная конструкция. На компьютере меняется там за 10 минут, и мы можем сделать ее там сколько угодно, размер ее крутить, менять, конструкция останется та же.